Всем привет, меня зовут Старикс, я с вами поделюсь своим опытом держания точки Б на тесте втором. Начнем с пистолета. Значит, в моем понимании есть две позиции, как держать Б. На этих позициях я покупаю по 250, флеш и ХЕ. Вообще твоя позиция в пистолетном раунде зависит от общей командной тактики за контрол твоей команды. Но мы играем в пистолет, что я нахожусь в окне. Ну, вообще в окне нахожусь, потому что я сам для себя выбрал, что это я могу и мидл хлопануть, и Б попытаться пару киллов сделать. Значит, что я должен тут сделать? Сидеть в такой позиции, чтобы можно было стрейфиться и убить одного первого выходящего. При хорошем раскладе можно убить второго, отойти, кинуть флеш, к примеру, такую. Подождать, пока дать информацию, что они вышли на Б. Подождать хлопу, которая прибежит с мидла. Если это просто выход на Б, они тоже тебе должны дать какую-то флеш, такую или такую. Они должны озвучить, и под эту флеш ты должен опять выйти и еще постреляться. Плюс у тебя есть ХЕ, которую ты можешь дать вот сюда. Террорист, который пробегает с позднячком, бежит на плант обычно, на план бежит по такой траектории, что его с окна не видно, и он стреляет только с воротами. И как раз эта хаешка его будет демажить, когда он пробежит. Вот это, соответственно, услышишь. Второй вариант, конечно, что он может пробежать за X, но сразу же сюда побежать. Ну, для этого ты кидаешь флеш, должна им немножко их затормозить. Значит, эта позиция рассчитана на килл, отфлешивание, командное действие, опять выйти дать килл. Вторая позиция более как бы индивидуальная, она рассчитана на выигрыш времени, и что они просто пойдут на Б массово, а ты будешь тут один стоять. Что она рассчитана? Ты сидишь, должно быть у тебя две флешки. Ты тут сидишь, сел, не вылазишь. Проходит время и на тайминг чекаешь. Оп, есть, нету. Как только есть, кидаешь, стреляешь и стоишь на флешке. Опять приседаешь, смотришь, бегут или не бегут. Соответственно, даешь своему тиммейту информацию, что бегут или нет. Если не будут бежать террористы, ты кидаешь им сюда флеш. И они не могут тебя не задавить, и должны люди некоторые сидеть и тебя контролировать, чтобы ты не убил тех, которые бегут сюда. А те, которые бегут сюда, их должен убивать твой тиммейт, который или в окне, или в воротах. И получается так, что они не могут... И ты тормозишь атаку флешками, и иногда можешь вылезть и пострелять в них. То есть им будет очень тяжело занять позиции. То есть вы должны как бы поубивать их много. Ну, минус этого раунда в том, что если ты сидишь на единице, а твой в окне, если выходит команда middle, там троем или вчетвером, кидают смог в рест сюда, и они могут спокойно убить одного твоего тиммейта, который смотрит middle с окна. Или вариант, что он просто может отдать middle, попытаться принять Б. Ну тогда террористы, которые в туннеле, дадут информацию, что один вдали, а террористы, которые вышли в middle, скажут, что чел был в окне, и они глубоко играют. Соответственно, эти не будут спешить, будут контролить единицу, и другие будут потихоньку идти и вычислять. Соответственно, если они делают раунды middle, то у них есть флешки, которые не будут закидывать через верх, ну сюда, и под них же заходить будут на Б. Но эта ситуация должна быть проигрышная, если террористы не затупят. Они вас зажмут с двух сторон, у вас как бы мало шансов. Так, что еще? В CSGO основной контур нежелательно занимать вот сюда, в эту позицию, потому что тут сейчас глок очень сильный, и они просто прыгают, ну, как бы у тебя шансов мало в этой позиции. Тут надо, считаю, что Б надо отдавать и играть как бы очень сложно своим напарником. То, что значит по пистолетам. Что у нас по девайсам? Вообще, ты когда держишь Б, должен не просто держать Б на стрельбу. У тебя должна быть какая-то идея. Значит, тут у тебя есть несколько этапов прохождения держания Б. Первый этап, ты должен пропрыгнуть этот авик, который стоит на респе, чтобы он тебя не попал. Потому что если тебя он попадает, это плохо сказывается потом, потому что если даже тебе не пойдут на Б, то тебя надо будет выбивать А. А если
ты не будешь убивать ада, то потом будешь сейвить. Ну, как бы лишние хп тебе никогда не помешают. Значит, смысл в том, то, что обычно контора идут на длину. 2 длина, 1 на картинке или карман стоит авик. Смысл в том, что люди, которые смотрят длину, у них есть 2 смока, они периодически себе подкидывают сюда на длину. Снайпер, получается, смок, ему в смок в зиг не надо подкидывать, поэтому очень часто снайпера дают вот такого плана смок с твоим тиммейтом middle, чтобы их авик не прострелил. Таким образом они пропрыгивают, и снайпер, который стреляет, он не видит, сколько пропрыгнули на Б. Вот. И ты проходишь, не теряя хп на Б. Значит, второй этап. Ты прошел, у тебя 100 хп, много гранат и все остальное. Как занимать? Первый вариант — занимать через ворота. Кидать себе смог. Но обычно 2 контора занимают Б. Основной должен идти через окно, а хлопающий через ворота. Хлопающий обычно приходит, дает тебе смог сюда, а ты залазишь в окно и можешь себе давать при занимании такую флеш, антиаркадную. Вот так вот ты кидаешь, она взрывается, тебя она не слепнет, террористов она слепнет, плюс еще смог тут лежит от того, кто смотрит с тобой центр. И ты занял Б. Значит, какая опасность есть от террористов? Значит, что террористы могут сделать? Есть террористы, которые аркадят Б. Ну, просто у них есть респаун, и они говорят go Б. Есть флешки, которые кидают террористы. От первого человека он бежит и кидает ее. Человек, который занимает через окно, если он неаккуратно занимает, и он... Есть просто, когда контур сам занимает Б, а если они вдвоем занимают Б. Вот когда он сам контур занимает, он занимается через окно, он кидает смог, и в это время уже прилетает террориста сюда флеш. И ты ослеп на пару секунд и прыгаешь на плант. И теряешь время то, когда они уже начинают выходить со смока. То есть на этот момент надо контролировать. Надо сразу же после того, как ты кинул смог, кидать флеш антиаркадную. Ну, стараться. Вот ты кидаешь флеш, и сразу же с флешкой сюда бежишь, кидаешь свою флеш. И тем самым слепишь террористов, которые просто бегут в аркаду. А если с тобой вы вдвоем занимаете, то вы должны этот раунд как бы принимать. Кидает твой напарник кидает смог, ты кидаешь флеш, он стоит в воротах, может даже стоять на хаешке. Он это слышит, что они начинают выходить, кидает хаея, вы должны принимать в хлам. То есть один или на планте, или за иксом в этот смог должен зажимать дальше, убивать тех, кто еще не вышел за ним, ну и так далее. Значит, это заем. И что делать против аркады? Против раунда слов Б. Вообще, как ты основной, ты должен понимать, что тебя никто не прикроет на точке. То есть, если тебя убьют, то, скорее всего, твою точку займут и поставят бомбу, и ты своих тиммейтов поставишь как бы не в ловкое положение. Потому что человек, который смотрит тебе центр, когда тебя террористы убивают, они на 90%, на 80% знают, что ты не здесь, не вот здесь. Вот там, может быть, если успеешь, будешь вот здесь, в этой позиции в 33, или в окне. Ну, естественно, в воротах. То есть они в левую вообще не смотрят, а выходят просто потом на стрельбу. И пытаются сыграть на размене, убив второго контра, который они примерно догадываются, где он. Ты как основной должен менять постоянно свой стиль игры, чтобы твои террористы к тебе не проигрывались. Ну, к примеру, они знают, что ты постоянно кидаешь смог. Вот тут ты, по сути, ты играешь все время с одним террористом, который уходит в туннель. Ну, обычно 1 или 2 террориста, которые при дефолту уходят в туннель. И потихоньку они будут изучать, как бы понимать, как ты играешь. Например, если ты кидаешь каждый раунд смог сюда, он будет знать, ага, он, значит, кинул смог, значит, никакой, как бы, опасности тут не предвидится, потому что тут играет контур,
который занимает по дефолту, то есть это я, он играет тут по дефолту, тут лежит смог, ему как бы нечего бояться, он себе бросает тэшку и идет себе в нижнюю помогать своим тиммейтам проходить зиг. Если ты не кинешь смог, у тебя есть опасность, что террористы пойдут на стрельбу на тебя, просто на Б. Но тем самым, если ты не кинешь смог, то террорист, который сюда идет один, если у них будет дефолт, он задумается, ага, смог не кинули, значит что-то уже происходит другое. Возможно, стал авик на Б. Возможно, основной контур занял ближнюю позицию. Возможно, они Б отдали, возможно, это вообще 4А, может, это вообще 5А. Соответственно, ты должен сам понимать свой будущий план на игру. Если ты хочешь играть более агрессивно или так далее, надо как-то продумывать свой ход, чтобы террорист, который ходил в туннель, он тебе не читал. Например, ты не кинул смог, ага, значит ты можешь поджимать. А ты такой думаешь, ага, сейчас я кину смог и буду поджимать. Ну, смог же нереально поджать. У тебя же, у террориста будет преимущество, если он будет сидеть и стоять в этот смог тебя ждать. Если ты думаешь, я не буду кидать смог и буду поджимать. О, будешь поджимать, тут смока нету. А террорист тоже думает, что-то неладное происходит, и тебя возьмет и убьет. Просто так. Надо комбинировать свою игру. Там, сыграл пару раундов с кольтом, взял авик. Пришел на Б, стал с АВП. И при этом, конечно же, можешь кинуть смог. Потому что если ты не кинешь смог, опять же, террорист будет думать, что неладное происходит на Б. Не так, как всегда происходит. Можете вдвоем поджимать туннель с своим напарником. Но если вы будете в дальнейшем поджимать, там пару раундов не кидать смог сюда. Чтобы террорист как бы привык, что иногда смог сюда не летит, и что тут ничего необычного не предвидится, никакой опасности. Ты можешь, значит, если у тебя плохой бай. Так, сейчас я объясню. То что делать, когда террористы делают Б плюс центр? Это один из самых опасных раундов для точки Б. Твой напарник обычно, тут есть немного позиций. Конечно, если ваша команда, если вы угадываете, что террористы делают Б плюс центр, соответственно, вы делаете упор на центр. Вы должны этот раунд принимать, потому что вы его ожидаете. А обычно по дефолту твой напарник может на этой позиции смотреть центр, играть на отфлешивание, на конструкциях сидеть, смотреть, в окне стоять. Ну, в общем, в любом случае, если будет выходить центр, то у террористов небольшое преимущество, потому что они кидают флешки, кидают смоки, и втроем пытаются на размен его убить и зайти на Б, на оставшийся одного. Тот же тиммейт, конечно, сдаст инфу, будет отфлешивать, но проблема не в этом. Проблема в том, что когда террористы выходят, они кидают тебе на Б гранаты. И как ты основной, ты смотришь туннель. Например, там, с такой позиции смотришь. И ты, когда тебе тиммейт говорит, что они вышли мидл, ты уже сам думаешь, сейчас будут тебе лететь флешки, да? И ты должен что-то делать. Если ты будешь просто смотреть Б, то тебе эти флешки ослепят. И по информации, когда террористы вышли в мидл, они дали инфу, что 2 играет закрыто на Б. Соответственно, они закидывают много тебе флешек. Ты тут сидишь, что-то пытаешься отфлешить, и в это время чуваки с туннеля, там 2 или 1, или 1 ави, который сюда шел, пытается вычислить тебя. Понимаешь, что 2 планта, и не спешит, и аккуратненько все ждет, пока ты высунешься, потому что тебе на одном месте нельзя тут сидеть. Потому что они прилетают флешки, и террористы, которые вышли мидл, рано или поздно тебе зайдут сюда и убьют. Вот, что ты должен делать? Первое, должен договориться с своим тиммейтом, который тут играет. У вас должен быть план на игру и определенная страта, чтобы этот раунд у террориста не получился. Значит, к примеру, у тебя АВП, ты на этой позиции. Стоишь, смотришь туннель. Он говорит, вышли мидл. Допустим, он играет вот здесь. Ну, это есть такой раунд, у нас с Ваней нашифровано. Вот он стоит тут на чеке, помогает мне. Он говорит, вышли мидл, становится в этой позиции. Потому что обычно флешки, когда террористы выходят, кидают вот сюда, от авика. Вот туда. А налево флешки не кидают.
Если они кидали налево, он бы тут бы ослеп бы. Вот он стоит в этой позиции, пример. И я ему с единицы отсюда, если у меня авик. Понимаю, если я отдам туннель, но потом с авиком возьму. И отсюда даю моментальные флешки ему. Под которые он выходит и пытается убить террористов, которые бегут и закидывают же нам флешки. Ваня, самое главное тут, Ваня, это не ослепнуть от флешек, которые кидают террористы. И тут еще важно, что хелпающий, который смотрит А, ему прилетает сюда смог. Вот сюда такой. Ну, к примеру. Вот такой смог. Они не смотрят сюда. Они там могут кинуть флешки, одну террориста, и все на Б. Кидают. Так вот, этот твой контур, твой друг, может тебе это все испортить. Он, допустим, смотрел зиг, прыгает сюда и накидывает туда вот флешки. И старается как можно быстрее хлопануть с этими флешками. А как раз вы делаете эту комбинацию, что Ваня стоит, допустим, тут, пропускает флешки, а я ему даю моменталку. Вот после этой моменталки он должен выходить и убивать их, да? А в это время твой чувак кидает же свои же флешки сюда. Террористы их не видят, потому что они уже пробежали сюда. Им они взрываются за спину. А ты как раз выходишь с ворот и натыкаешься на своего же напарника флешку. И тебя просто террористы убивают. Это на момент тоже контролирует. Ну, смысл в том, что они выходят мидл, ты кидаешь моменталку. И твой тиммейт выходит и косит тут их слепыми. Потому что они когда бегут, они сконцентрированы на стрельбу. Они... во-первых, от нее сложно отвернуться, когда же подбегаешь вблизь. А во-вторых, сразу же после флешки твой напарник выходит и всех убивает.